приняли решение повысить ключевую ставку до 21% годовых. С сентября рост цен ускорился. Обыватель, который пытается анализировать события в мировой и отечественной экономике, базово приходит к выводу, что процессы, запущенные в стране и мире, являются неким естественным явлением, которое стало следствием засилия капиталистической мировой парадигмы на протяжении последних десятилетий. Но это лишь заблуждение, которое формируется в различных общественных институтах, от детского сада до университета. Давайте все упростим до максимума. Столетиями существует горстка богатейших семей планеты, которые из-за кулисья влияли на мировые процессы на протяжении практически всей истории. Но никогда еще их влияние не было таким сильным, как сегодня. С созданием глобальной экономики, упразднением суверенных государств, которые продолжают себя за таковых выдавать, их власть стала почти абсолютной. Почему почти? Потому что для тотального контроля им необходимо официально управлять миром посредством цифровых валют центробанков и, самое главное, сделать базовые потребности, такие как жилье и личный транспорт, недоступными. Зачем? Чтобы вы не были собственниками, а были на пожизненной зависимости от филиала их глобальной структуры под вывеской суверенного государства, где бы вы ни находились. И именно это сейчас и происходит, что является финальным признаком того, что новый мировой порядок почти выстроен. Именно об этом сегодняшнее видео. Официальная версия причины использования таких драконовских мер – снижение инфляции. Но пардон, почему предыдущие повышения ключевой ставки не дали никаких результатов? Может быть, потому что все центробанки мира подчиняются одному глобальному центру, который дал отмашку на гиперинфляцию и уничтожение малого и среднего бизнеса, а вместе с ним и среднего класса. Это больше похоже на правду, чем те тезисы, которые вбрасываются из официальных СМИ. При этом зарплаты, можно сказать, не растут вообще, так как их рост не пропорционален инфляции. Молодые люди в экономически успешных странах склонны все более пессимистично оценивать свою финансовую ситуацию. Многие из них говорят о неподъемных студенческих займах, невозможности устроиться на работу по специальности и купить жилье. Однако, по их мнению, так было не всегда, и их родителям и более старшим родственникам все доставалось гораздо легче, и они правы. Опрос американских учащихся старшей школы, проведенный в 2022 году организацией Junior Achievement, показал, что более половины подростков не чувствовали себя подготовленными к финансированию своего будущего. 69% опрошенных заявили, что рост стоимости обучения в вузах и колледжах повлиял на их планы по получению образования после школы. В России примерно такая же ситуация. Тенденция к отказу от личного транспорта также заметна во многих странах. И это происходит по следующим причинам. Во-первых, рост цен на автомобили из-за дефицита полупроводников и удорожания производства. Ужесточение экологических норм, делающих владение личным транспортом дорогим удовольствием. Рост популярности каршеринга, который навязывается как более рациональный способ передвижения. Ну и, наконец, политика городов, направленная на сокращение парковочных мест и увеличение налогов на личные автомобили. Все эти факторы делают владение машиной невыгодным и малодоступным для молодежи, что подталкивает их к модели аренды и совместного использования. Стоит задать закономерный вопрос. Переход к шеринговой или арендной экономике – это случайность или план? Ведь все больше экспертов говорят о том, что происходящее является частью глобального перехода к шеринговой экономике, которая рассматривается как новый этап в развитии капитализма, но на деле это попытка построить технофеодализм на руинах свободного рынка. Шеринговая экономика – это модель, при которой люди не владеют собственностью, а арендуют все необходимое – жилье, транспорт, технику и даже одежду. Одним из главных идеологов этих изменений является Клаус Шваб, основатель Всемирного экономического форума. В своей книге «Четвертая промышленная революция» он описывает будущее, где технологии полностью изменят экономическую
и социальную систему. Ключевые идеи Шваба заключаются в том, что искусственный интеллект, автоматизация и бигдата радикально изменят рынок труда. Традиционные профессии исчезнут, а людям придется адаптироваться к новой экономике. Собственность станет менее важной, так как все будет доступно через подписки и аренду. Государства и корпорации будут тесно сотрудничать в управлении обществом. Одна из самых известных цитат, которая приписывается Швабу: «В 2030 году у вас не будет ничего, и вы будете счастливы». Это означает, что владение недвижимостью и автомобилями уйдет в прошлое, а люди будут пользоваться только тем, что им предоставляет система. А теперь представьте ситуацию, когда у вас отняли все, кроме права выбора. И вам заявляют: хотите дальше потреблять еду из супермаркетов, хотите жить в арендованном жилье, ездить на такси и так далее, тогда примите чип под кожу или печать зверя и пользуйтесь. Именно перед таким выбором закулисная элита сатанистов и хочет поставить все человечество. А теперь давайте вспомним о концепции универсального базового дохода. Именно им и будут приманивать в антиутопию нового мирового порядка. Что такое универсальный базовый доход или UBI? Это система, при которой каждому гражданину выплачивается фиксированная сумма денег в обмен на то, что вы принимаете правила системы, тотальный контроль и прочие прелести электронного концлагеря. Этот концепт уже тестировался в разных странах, включая Финляндию, Канаду и Испанию. Его продвигают как способ борьбы с бедностью и безработицей, особенно в условиях цифровой автоматизации. И вот тут как раз таки возникает ряд закономерных вопросов. Ведь если правительство обеспечит граждан доходом, оно может легко контролировать их поведение. Например, доступ к UBI можно блокировать за неправильные в кавычках взгляды или за отказ следовать политическим решениям. Уже сейчас цифровые валюты центральных банков или CBDC разрабатываются таким образом, чтобы можно было ограничивать их использование. Например, запретить тратить деньги на определенные категории товаров. Если люди перестанут зависеть от работы и предпринимательства, их мотивация к труду и развитию значительно снизится. Это может привести к полной пассивности и отсутствию альтернативных источников дохода, что укрепит власть элит над населением. Система может быть использована для манипуляции поведением людей. Например, за определенные действия выплаты могут увеличить, то есть за лояльность, а за другие уменьшать или вовсе отменять. В Китае, например, в некоторых провинциях уже действует так называемый социальный рейтинг, который учитывает поведение граждан и определяет их доступ к финансовым и социальным благам. UBI может стать частью аналогичной системы и в других странах. И тут закономерно задать вопрос: как же мировое правительство планирует контролировать вас 24/7? Ну, для начала они сократят возможности для вашего свободного перемещения не только по миру, но и в рамках вашего района посредством концепции 15-минутных городов. 15-минутный город – это модель урбанистики, согласно которой все основные объекты инфраструктуры – работа, магазины, медицина, образование и так далее – должны находиться в пределах 15 минут пешком или на велосипеде. Эта идея активно продвигается ООН и ВЭФ, а также городскими властями разных стран под предлогом снижения углеродного следа и улучшения качества жизни. Однако у этого проекта есть и темная сторона. Главная проблема таких городов заключается в том, что они могут привести к закрытой системе, где перемещение за пределы своей зоны будет жестоко контролироваться. В некоторых странах обсуждаются цифровые пропуска, которые позволят людям покидать свой район только по одобренным властями причинам. В рамках 15-минутных городов личные автомобили становятся ненужными, что создает предлог для запрета или серьезного ограничения владения личным транспортом. Уже сейчас в Лондоне, Оксфорде и Париже внедряются зоны, куда автомобили пускают только по специальному разрешению. Городские власти могут также устанавливать тотальное наблюдение за перемещением граждан с помощью камер, датчиков и искусственного интеллекта. Использование цифровых паспортов и QR-кодов
может стать обязательным для выхода за пределы из своего района. Таким образом, универсальный базовый доход плюс 15-минутные города могут легко объединиться в глобальную систему тотального контроля. Представьте себе будущее, где вам начисляют базовый доход, но он действует только в определенных зонах. Вы можете выйти из района только раз в месяц или за дополнительную плату. Ваша цифровая валюта CBDC имеет ограничения. Например, ее нельзя тратить на топливо или междугородние поездки. Таким образом, под предлогом удобства и экологической безопасности создается новая цифровая тюрьма, где люди оказываются лишенными возможности распоряжаться своей жизнью. Представьте на мгновение, что правительство страны отслеживает вашу прибыль и расходы, контролирует все покупки и передвижения. Деньги разрешено тратить лишь на товары, на которые выдано специальное разрешение, а в ночное время банковская карта и вовсе не работает. Ездить в отпуск за границу допускается не больше одного раза в году, и здесь речь идет не об антиутопии известных писателей, а о реальных последствиях интеграции в экономическую систему мира CBDC или цифровых денег. Вы спросите, а как же удастся внедрить эту систему, ведь нету абсолютно никакой причины для того, чтобы она существовала. Для этого в мире необходимо искусственно создать кризис, развязать Третью мировую или что угодно, что позволит оправдать внедрение такой системы по всему миру. В 2022-м виртуальную валюту подключили в африканской стране и на Ямайке. К эксперименту присоединились и государства Карибского бассейна. С весны 2020 года Китай тестирует цифровой юань. Итак, для того, чтобы копнуть глубже в эту тему, необходимо в принципе понять, на каком витке сейчас находится экономика мира. Кстати, если вы любитель альтернативной истории, практики заговора, которые сегодня происходят в мире, то обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал, потому что там всегда свежая информация и интересные факты. Ссылка в закрепленном комментарии под видео. Мы с вами и не заметили, по сути, как вступили в посткапиталистическую эпоху. В ее центре информационные технологии, новые подходы к работе и экономика совместного использования. И в целом это вполне согласуется с планами глобалистов, которые не раз озвучивались в тех или иных источниках. Мы с вами становимся свидетелями постепенной замены капитализма на нечто другое. От стремительно развивающихся технологий, в том числе искусственного интеллекта, мы можем ждать самых жестких форм контроля. Бывший министр финансов Греции, лидер левой партии Мера-25 Янис Варуфакис уверен, что на смену отжившему свое строю идет технофеодализм. Он основан на господстве гигантских технологических компаний, которые уже давно инвестируют в облачные технологии и берут ренту за использование своих систем. В 1776 году, когда Адам Смит в Глазго писал свою знаменитую книгу «Исследование о природе и причинах богатства народов», если бы он огляделся вокруг, то повсюду увидел бы феодализм. Если бы вы тогда приехали в Лондон, вы увидели бы феодальную власть в Палате лордов и Палате общин. Куда бы вы ни посмотрели в мире, это был феодализм. Но Адам Смит оказался прав в том, что под видимой поверхностью что-то происходило, что затем и привело к великой трансформации – капитализму. Но сегодня не просто капитализм трансформируется, меняя свои цвета. С капитализмом покончено. С тем капитализмом после Второй мировой войны с Генри Фордом, с большими конгломератами, с рекламой, маркетингом, брендингом и всем остальным. Сейчас, похоже, происходит другая трансформация. На этот раз глобалисты переводят нас из мира, в котором экономическая, социальная деятельность и культура были движимы прибылью. Мы переходим в мир, в котором снова возвращаемся к форме ренты. Но это не арендная плата, которая дает вам доступ к земле. Это будет арендная плата, которая позволяет вам получить доступ к новой цифровой земле, то есть к облаку. А облако-то как раз уже приватизировано. Теперь у нас появились соглашения, которые приватизировали интернет, создали компании больших технологий, которые слились с частными финансовыми инвестициями и создали этот новый мир. Спрос на казначейские облигации США, который является инструментом финансирования госдолга, будет слабым.
в связи с чем доходность по ним вырастет. Чтобы нормализовать стоимость заимствований, власти освободят от налогов доход по государственным облигациям. Это и ознаменует конец капитализма в стране, поскольку в таком случае деньги перейдут от частных корпораций к государству, а владение более рискованными активами будет становиться все дороже. А если подобное начнет происходить в США, то так как доллар является мировой резервной валютой, конечно же, это скажется на всем мире, и скорее всего тенденция будет переходить эстафетой от одной страны к другой. Соответственно, благодаря этой ситуации и возможным внешним угрозам, а это может быть и Третья мировая, и какое-то необычное событие, которое обвалит рынки и многое-многое другое, они попытаются найти инструмент, который урегулирует экономику мира. А это может быть, конечно же, цифровые валюты, CBDC. Именно таким инструментом они и предполагают справляться с теми вызовами, которые сами же и создали. Это их излюбленная стратегия. На сегодняшний день введение цифровых валют абсолютно бессмысленно. Они заранее готовят почву, потому что знают, какие события ожидают впереди, и CBDC станет идеальным оправданием и инструментом для того, чтобы стабилизировать мировую ситуацию. Давайте вспомним, что принципиальной основой устойчивого существования любого государства является контроль за двумя областями. Итак, первое. Монополии на насилие – это вооруженные силы, нацгвардии, специальные службы, полиции и так далее. То есть любые легальные силовые способы решения той или иной ситуации. Второе – это монополия на эмиссию денег или эквивалента денег. Ключевая функция денег в этом смысле – это роль средства платежа и меры стоимости при осуществлении торгово-хозяйственного взаимодействия всех субъектов финансовой системы. Стремительное развитие криптовалют бросает серьезный вызов устойчивости финансовых систем всех государств. Крипторынок вовлекает в себя все больше участников, в том числе крупных и институциональных. Функциональные возможности и обороты растут. С точки зрения экономики, крипторынок – это полностью серая зона, то есть классическая теневая экономика. Очевидно, что любое государство заинтересовано в скорейшем уничтожении крипторынка и возвращении полного контроля за финансовыми потоками. Исключение составляет узкоспециализированные задачи из области спецслужб, при которых использование криптовалютных систем оправдано и необходимо. Но это совершенно отдельная история. Принимая во внимание глобальный характер распространения криптовалют, а также весьма ограниченный на сегодняшний день инструментарий борьбы с ними, напрашивается вывод, что противопоставить криптовалютам. Ответ прост. Ведь CBDC, валюты центральных банков, в этом контексте логичный ответ рынку криптовалют. Попытка вытеснить криптовалюту из серой зоны, но используя не тотальные запреты, а наоборот, якобы конкурентный подход. Задайте себе вопрос. Что такое финансовая прозрачность? Это ситуация, при которой власти страны видят и доходы, и расходы гражданина. Соответственно, государство начинает сопоставлять, не превышают ли расходы заработанную прибыль, а также вычитать налог из полученного дохода. Кошелек CBDC или цифровых валют можно будет заблокировать в любой момент. Власти смогут настраивать умные операции, при которых у человека не будет возможности купить то, что ему не положено. За покупки сверхлимита будут списаны налоги. Представьте, что, например, алкогольная продукция находится под запретом. Выбрав в магазине бутылку крепкого алкоголя, на кассе покупатель столкнется с тем, что оплатить приобретение не получится по причине блокировки программы. Функции CBDC позволят государству контролировать перемещение людей, и для этого не потребуется проверять документы или виды на жительство. Достаточно внести в программу маршрут движения и ограничить траты пределами одного города. А для чего такой тотальный контроль? Пожалуй, самым лучшим ответом будет цитата из интервью ныне покойного Аарона Руссо, где он рассказывает о своих беседах с Николасом Рокфеллером, который и объяснил ему, что им недостаточно того контроля, который есть сейчас. Итак, какие же выводы следует сделать из всего вышесказанного? Переход к шеринговой или арендной экономике, внедрение универсального базового дохода и 15-минутных городов – это не просто экономические тренды, а целенаправленная стратегия, которая может лишить людей независимости. Чтобы избежать этого, необходимо максимально сохранять финансовую независимость, не соглашаться на внедрение никаких базовых доходов,
противостоять ограничениям на передвижение, бороться за право иметь личный транспорт и свободно путешествовать, изучать цифровую безопасность и понимать, как работают цифровые валюты и социальные рейтинги, тем самым не позволяя заинтересованным лицам контролировать свои финансы. Будущее еще не предрешено. Если общество осознает опасность и начнет действовать заранее, возможно, получится избежать сценария Клауса Шваба и его приспешников. Ну а вы обязательно напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Также не забывайте ставить пальцы вверх, если материал видео был для вас полезным и интересным, и подписаться на сам канал. Ссылка на наш Telegram также в первом закрепленном комментарии. Всем пока!